Всем привет! Сегодня покажу, как собирать кубик Рубика 3 на 3. Кубик Рубика с виду непростая головоломка, но на самом деле не все так сложно, как кажется. В этом видео я покажу, как собирать его методом для начинающих, то есть для тех, кто никогда кубик еще не собирал. Этот метод достаточно простой, и при помощи него вы сможете собирать кубик за несколько минут. Что ж, сборку кубика мы поделим на несколько этапов. Давайте сейчас покажу, каких именно. Первым этапом мы соберем белый крест. Вторым этапом мы дособерем всю белую сторону, то есть уже первый слой. Третьим этапом мы соберем два слоя. Четвертым этапом соберем желтый крест. Пятым этапом мы полностью соберем желтую сторону. Шестым этапом расставим ребра на желтой стороне так, чтобы они тут совпадали. И уже седьмым этапом мы дособерем весь кубик. Теперь разберемся со строением кубика. У кубика есть 6 центров. Это вот эти вот одноцветные элементы. На собранном кубике центры располагаются вот тут вот по центру каждой грани. И выходит, что все центры жестко закреплены на крестовине, они вращаются вокруг своей оси, но местами поменяться не могут. Поэтому на кубике всегда напротив желтого белый, напротив зеленого синий, напротив красного оранжевый. Может быть у вас, конечно, какой-то особый кубик с другой расцветкой, но на большинстве современных кубиков именно вот такая вот расцветка. Дальше. Ребра. Это вот эти вот двухцветные элементы. В собранном кубике располагаются вот тут между центрами. И углы, это трехцветные элементы, очевидно. И они, понятно, на углах. Тут. Выходит центров, как я уже сказал, 6, углов 8, а ребер 12. Может случиться так, что вы будете собирать кубик, но почему-то он не собирается. То есть вы будете собирать так, как сказано в обучении, все делать правильно, но почему-то он не собирается. И тут я вас хочу сразу предупредить, что бывает так, что кубик когда-то разбирали механически, или переклеивали наклейки, или еще что-то, и собирали потом неправильно. Могут возникать такие ситуации, например, все собрано, но только один уголок повернут, это решается вот таким образом. Может быть так, что, например, ребро одно стоит неправильно, но все остальное при этом собрано. И так далее. То есть все последующие проблемы тоже будут возникать от этого. Так что либо возьмите собранный кубик и начните его собирать, либо вы должны быть уверены, что ваш кубик точно можно собирать. Потому что бывает так, что не собирается и все. А если у вас, например, один уголок будет вот так вот повернут, то просто при помощи вот таких вот вращений, каких-либо, да, вы кубик уже не соберете, то есть только вот так механически. Поэтому имейте в виду, что такое может быть. Ну что ж, а теперь давайте начнем собирать кубик. Как я уже говорил, первым этапом нам нужно собирать белый крест. Для этого мы находим белый центр, вот этот вот, и располагаем его сверху. Теперь к нему нам нужно поставить 4 ребра с белым цветом. Каждое ребро двухцветное, то есть на каждом из ребер будет у нас белый и еще какой-то цвет. Поищем ребра с белым. Для начала будем искать вот тут вот, в этом ряду. Посмотрим, что где видим. Вот, например, ребро с белым. Ребро бело-оранжевое, нам сейчас важен именно белый. Если ребро стоит вот так, то вот таким вот простым движением мы можем его поднять наверх, и оно вот так вот становится рядом с белым центром. Посмотрим, что есть еще. Вот тут вот я вижу ребро с белым. И из такой позиции мы также можем вот таким движением его поднять наверх, и оно совпадает с белым центром. Смотрим дальше. Тут есть еще одно белое ребро. Также можно поднять его сюда наверх, и оно совпадает. И нам нужно еще 4-е ребро. Ищу его. Оно у нас вот тут вот.
И тут, казалось бы, мы его тоже можем таким движением поднять наверх, вот сюда. Оно, конечно, совпадает, но проблема в том, что когда мы его поднимаем, у нас тут стоит уже другое ребро, и другое ребро у нас уходит назад, а нам это не подходит. Поэтому, когда мы ставим ребра, нам нужно убедиться, что если, допустим, мы ребро отсюда поднимаем сюда, тут не должно быть других ребер с белым. Значит, если оно тут стоит, его нужно убрать. Это несложно. Просто покручу верхнюю грань, пока тут белого ребра не будет. То есть убираю отсюда. Теперь вот это могу сюда поднять, ничего не ломая, не убирая других ребер. И вот у нас 4 ребра есть. Белый крест собран. Ну, теперь давайте рассмотрим еще один пример. Для начала я посмотрю вот в этом ряду. Здесь я вижу сразу белое ребро. Это белое ребро можно поднять наверх вот таким вот нехитрым движением. Оно совпадает. Смотрю дальше. Здесь я вижу еще одно белое ребро. Также нехитрым движением можно поднять его наверх. Смотрю дальше. Вот в этом ряду я больше белых ребер не вижу. Посмотрим, где они еще есть. И вот тут вот я вижу белое ребро, но оно выходит так стоит, что с белым не совпадает. То есть его как бы нужно перевернуть. Белый у нас смотрит в бок, а не наверх. И что же делать в такой ситуации? В такой ситуации мы на место вот этого ребра поставим любое другое. Неважно какое. Например, красно-зеленое. То есть абсолютно любое. Ну вот красно-зеленое рядом. И мы красно-зеленое просто ставим сюда наверх. И это у нас опускается тогда вот в этот вот слой. И отсюда уже можем мы его поставить так, как мы это обычно делаем. То есть таким движением просто поднимаю наверх. Ну и последнее ребро, четвертое. Я его уже сразу вот тут вот вижу. И его нужно поставить наверх. Но опять-таки важный момент. Если я его поставлю вот так, то вот это ребро у нас отсюда сверху идет. То есть так делать смысла нету. Поэтому нужно белое ребро вот это отсюда убирать. Убираю движением верхней стороны. Ну вот, подставляю так, чтобы не было белых ребер здесь. И теперь ставлю. Вот крест собран. Также может быть так, что белые ребра у нас находятся вот тут вот внизу. Например, как вот это. Что делать в таком случае? Отсюда снизу мы ребро можем переместить вот в этот вот слой. Делается несложно, просто таким движением. То есть отсюда вот сюда. А как ставить ребро из этого слоя наверх, мы уже знаем. Во-первых, нужно убедиться, чтобы вот тут не было другого белого ребра. В данном случае оно тут стоит, поэтому движением верхней грани мы его вот так вот отводим. Теперь мы можем поставить это белое ребро нехитрым движением наверх. Вот так вот. Ну и также бывает еще по-другому, когда у нас белое ребро вот тут вообще снизу. То есть мы смотрим вот так по бокам, и мы вообще белых ребер не видим, потому что оно располагается вот тут снизу. Если оно снизу, то все еще гораздо проще. Мы можем это ребро просто двойным движением вот таким вот поднять наверх. Но опять-таки, перед тем как поднимаем, нужно убедиться, что сверху белого ребра нету. В данном случае оно тут есть, поэтому отводим в бок, так чтобы не было. И теперь просто отсюда мы можем вот так вот поднять наверх, и все сразу становится. И вот белый крест снова собран. Но проблема в том, что нам нужно сделать так, чтобы вот эти вот ребра совпадали также вот этим вторым цветом с вот этими центрами. То есть если тут зеленый, то тут тоже должен быть зеленый. А здесь в данном случае красный. Тут у нас на ребре зеленый, а центр красный. Не совпадает. Ну, на синем все совпадает, на оранжевом совпадает.
То есть нужно сделать так, чтобы все ребра по бокам тоже совпадали. Здесь может быть пара ситуаций разных. Выходит, что у нас вот тут два ребра совпадают. И в одной ситуации два совпадающих ребра стоят рядом. Вот как в этой ситуации. А в другой ситуации два совпадающих ребра стоят напротив. То есть в данном случае синий совпадает и зеленый. И два вот этих ребра, которые уже правильно, они стоят напротив. Здесь совпадающие ребра стоят рядом. Значит, рассмотрим для начала ситуацию, когда два совпадающих уже правильно ребра стоят рядом. В таком случае мы берем одно спереди, а второе слева. И тут нам понадобится несложный алгоритм, всего из 4 движений, называется пиф-паф. Пиф-паф вам еще пригодится, если вы дальше будете заниматься ромками, он много где применяется. Значит, как он делается? Правую сторону поворачиваем от себя, верхнюю по часовой стрелке, правую возвращаем, то есть на себя, верхнюю возвращаем, то есть против часовой стрелки. Вот так вот делается пиф-паф. И мы видим, что что-то поменялось. Во-первых, я вижу, что у нас поломался крест, то есть одно белое ребро переместилось сюда. Нам это нужно починить, делается это несложно, просто таким движением поднимаю ребро обратно наверх. Но посмотрим, что же у нас поменялось еще. Все ребра у нас теперь встали правильно. Что ж, теперь разберемся со второй ситуацией. Когда у нас два совпадающих ребра стоят напротив. В таком случае вот эти вот правильные ребра я беру справа и слева. И теперь делаю следующее. Вот это ребро перемещаю вперед. Вот это ребро тоже перемещаю вперед. Теперь я могу вот эти два ребра поменять. То есть я делаю двойное движение верхней стороной. Раз, два. И вот эти два ребра возвращаю. Вот это обратно поднимаю наверх. И вот это обратно поднимаю наверх. Теперь получается, что у нас все ребра совпадают. Надо также уточнить, что не в любой ситуации ребра вообще будут совпадать. То есть может быть, например, так, что вот у нас ни одно ребро вообще не совпадает. И что же делать? Выходит, что любая из показанных ранее ситуаций может выглядеть по-другому, потому что у нас верхняя сторона вращается, и ребра по-разному совпадают. То есть вот сейчас у нас два ребра совпадает, два нет. Я просто поверну верхнюю сторону, и что-то поменялось. Сейчас совпадает только одно ребро. Поверну верхнюю сторону еще, и вообще ни одно не совпадает. И так далее. То есть могут быть абсолютно разные ситуации, могут по-разному абсолютно выглядеть. Я просто вращаю верхнюю сторону и вращаю до тех пор, пока у меня не совпадут два ребра. Ну вот посмотрим, например, сейчас у меня совпадает только одно вот это вот оранжевое. Остальные не совпадают. Поворачиваю. Ну вот у меня совпало красное и синее. Вот два ребра. Все. То есть сейчас у нас два ребра, которые совпадают. Они стоят рядом. Ну, с такой ситуацией мы разбирались. Одно ставим спереди, второе слева. Теперь делаем пиф-паф. Правая сторона от себя, верхняя по часовой, правую возвращаем, верхнюю возвращаем. Вот это ребро, которое сместилось, возвращаем наверх. И у нас теперь все совпало. Бывает иногда даже так, что у нас, казалось бы, ни одно ребро нигде не совпадает, но достаточно просто покрутить верхнюю сторону, и вдруг у нас все ребра совпадают. То есть ничего делать вообще не надо. Допустим, просто такая ситуация. Я начинаю крутить верхнюю сторону, и у меня все совпадает. Поэтому в любом случае доворачивайте верхнюю сторону так, чтобы у вас совпало минимум два ребра. И дальше решайте одну из двух ситуаций, которая вам выпадет. Все. Больше тут ничего быть не может.
белый крест у нас полностью правильно собран. И теперь мы можем приступить к следующему этапу. Далее, вторым этапом мы поставим к нашему белому кресту еще 4 белых уголка. Таким образом, мы дособерем полностью первый слой. Для этого мы переворачиваем кубик белым крестом вниз. Теперь в верхней части кубика мы ищем углы с белым. Например, какой-нибудь из этих, например, вот этот. Каждый угол у нас имеет 3 цвета. Один из них это белый, то есть в любом случае уголок мы ищем с белым, но еще 2 каких-то цвета. Эти 2 цвета указывают, где именно должен располагаться уголок. То есть, если тут красный и зеленый, то уголок должен располагаться между красным и зеленым центрами. Вот тут по бокам у нас есть эти центра, как раз таки, 4 цветов. И по вот этим 2 цветам уголка мы можем понять, где именно он будет стоять. Выходит, мы смотрим, спереди центр оранжевый, справа центр синий. Нам нужно сделать так, чтобы цвета вот этих 2 центров совпадали с вот этими 2 цветами на этом уголку. Сейчас они не совпадают, тогда я беру кубик и прокручиваю нижние 2 слоя. Следующим образом. Теперь проверяю. Синий, красный. Красный, зеленый. Не совпадает. Значит, прокручиваю дальше. Красный, зеленый. Красный, зеленый. Вот совпадает. Значит, вот этот уголок будет стоять вот тут вот. Теперь нам нужно его сюда вниз опустить. Тут нам придет на помощь уже знакомый нам пиф-паф. Напомню, пиф-паф мы делаем следующим образом. Правая сторона от себя, верхняя по часовой стрелке, правую возвращаем, верхнюю возвращаем. Теперь при помощи этого пиф-пафа нужно поставить уголок. Значит, тут у нас следующее. Если уголок повернут белой частью вправо, то нужно будет сделать один пиф-паф. Если уголок повернут белой частью вверх, то нужно сделать 3 пиф-пафа. Если белый смотрит вперед, то нужно будет сделать 5 пиф-пафов. Ну, смотрим. В данном случае уголок смотрит белым вправо. Значит, достаточно сделать всего 1 пиф-паф. Вот уголок встал на свое место. Смотрим дальше. Ну, например, вот этот уголок. В принципе, можно любой брать. Например, вот этот. Бело-зелено-оранжевый. Значит, сначала нужно его сопоставить с центрами. То есть, тут у нас дополнительные цвета. Это оранжевый и зеленый. Проверяем передний и правый центра. Здесь оранжевый, тут синий. Не совпадает. Прокручиваю. Синий и красный. Не совпадает. Прокручиваю дальше. Красный и зеленый. Тоже не совпадает. Прокручиваю дальше. Зеленый-оранжевый, зеленый-оранжевый. Вот совпадает. Значит, уголок будет стоять тут. Теперь вспоминаем. Если уголок смотрит белым вверх, значит, нужно будет сделать уже 3 пиф-пафа. Раз. 2. 3. И вот он у нас встал. Смотрим дальше. Вот этот, например, бело-оранжево-синий. Значит, у нас оранжевый, синий. Проверяем вот эти 2 центра. Тут у нас красный и зеленый. Не совпадает. Прокручиваем. Зеленый-оранжевый. Прокручиваем дальше. Оранжевый-синий. Вот совпадает. Оранжевый-синий, оранжевый-синий. Значит, уголок поставим сюда. Если уголок смотрит белым вперед, то нужно сделать аж 5 пиф-пафов. Раз. 2. 3. 4. 5. И вот он встал на свое место. Ну и последний. Это вот этот вот бело-красно-синий. Значит, тут сейчас у нас центра
красный и зеленый не совпадают, крутим дальше. Зеленый и оранжевый не совпадают. Оранжевый, синий тоже нет. Синий, красный, да, совпадает. Синий, красный, синий, красный. Значит, теперь нужно его отсюда поставить сюда. Он смотрит белым вправо, значит, нужно сделать один пиф-паф. И вот он встал. И вот получается, что у нас белая сторона полностью собрана. Ну, вот как бы ходит собран уже первый слой полностью. Также бывает так, что в верхней части кубика белых углов больше нету, но при этом белая сторона все еще не собрана. Выходит, что все белые углы уже внизу, но они могут быть повернуты неправильно, либо вообще стоять не на своих местах. Поэтому вверху больше белых углов нету, но при этом тут все еще что-то не собрано. Что же делать тогда? Вот эти вот неправильно стоящие белые углы мы можем поднять наверх при помощи того же пиф-пафа. То есть вот, например, вот этот уголок, он стоит неправильно, вот эти два цвета не совпадают. Нам нужно для начала его поднять наверх. Я ставлю этот угол вот тут, справа снизу, и делаю просто один пиф-паф. Вот угол поднялся наверх. Когда угол находится наверху, мы его можем поставить так, как мы это делаем обычно. Значит, дополнительные цвета красный и зеленый. Нам нужно вот эти два центра тоже сделать красным и зеленым. Сейчас это красный и синий, значит проворачиваю. Вот красный и зеленый. Совпадает. Теперь мы видим, что уголок повернут белым вперед. Значит, нужно сделать 5 пиф-пафов. Раз, 2, 3, 4, 5. И вот он встал. Тем временем у нас уже поднялся другой неправильный уголок наверх. И теперь можем поставить его тоже как обычно. Тут у нас синий и красный. Вот эти центра не совпадают, так как тут красный и зеленый. Значит, нижние слои поворачиваем. Эти два центра тоже не подходят. Эти не подходят. А вот эти подходят. Синий, красный, синий, красный. Уголок повернут белым вперед. Значит, нужно сделать 5 пиф-пафов. Раз, 2, 3, 4, 5. И вот он встал. То есть, когда у нас уголки все внизу, вверху больше белых нету, но тут еще не собрано, просто неправильные при помощи пиф-пафа поднимаем наверх, а сверху уже можем поставить так, как мы это делаем обычно. И все у нас собирается. Следующим этапом мы соберем второй слой. Вот этот. Выходит, что второй слой состоит из 4 центров, а также 4 ребер. Сейчас наша задача найти в верхней части кубика ребра без желтого. Выходит, что у нас на верхней стороне будут 4 ребра, и все они будут с желтым. Соответственно, все остальные ребра у нас отправятся вот в эти места. Соответственно, нужно искать, как я уже сказал, просто все ребра без желтого. Посмотрим наверху. Ну вот, например, зелено-красное. Это ребро без желтого. Теперь зелено-красное нужно поставить на свое место. Для начала я посмотрю на тот цвет, который смотрит на меня. То есть красный смотрит на меня, а зеленый смотрит вверх. Для начала я смотрю на тот цвет, который смотрит на меня. Красный. Теперь вращением двух нижних слоев я подкручиваю так, чтобы вот этот вот центр тоже был красный. Сейчас он синий, нам нужно тоже красный. То есть так, чтобы вот этот цвет ребра совпал с цветом центра. Прокручиваю, и вот он совпадает. То есть кручу просто пока не совпадет. Красный, красный. Вот я выходит ребро подставил к центру. Теперь мы посмотрим на второй цвет ребра, который смотрит у нас вверх. В данном случае это зеленый. И у нас есть также рядом два центра, справа и слева. Это зеленый и синий.
В данном случае на ребре у нас зеленый, значит ребро отправится вот сюда, вправо, зеленый будет с зеленым. В похожей ситуации, где мы подставляем также красное ребро к красному центру, но у нас сверху синий, соответственно мы смотрим, где у нас синий центр, справа или слева, здесь зеленый, здесь синий, слева. Значит, это ребро отправится налево. То есть у нас сейчас есть две похожие ситуации. Красное ребро, одно идет вправо, а тут оно идет влево. И давайте рассмотрим сейчас обе ситуации по очереди. Решаются они похожим образом. Чтобы поставить ребро отсюда направо, делаем следующее. Я отвожу ребро влево, сюда. Теперь я поднимаю правую сторону. Теперь я ребро возвращаю назад. И движение правой стороной я тоже возвращаю. Выходит, сейчас мы можем увидеть, что у нас вот этот угол и вот это ребро, они соединились. Теперь я этот угол и ребро отвожу в сторону. Поднимаю для них место при помощи движения передней стороны. Теперь я их сюда устанавливаю и опускаю вниз. И вот у нас ребро встало на свое место. Теперь рассмотрим похожую зеркальную ситуацию. То есть, когда ребро также точно надо поставить, но не вправо, а влево. Соответственно, делаем похожие движения. Теперь только наоборот. Ребро отводим вправо. Теперь левую сторону поднимаю. Ребро возвращаю на свое место. И левую сторону тоже возвращаю. Угол и ребро соединились. Теперь я их отвожу в сторону. Место для них я вот так поднимаю. Теперь я угол и ребро сюда ставлю и опускаю вниз. Вот и все. Ребро встало на свое место. По тому же принципу мы установим и все остальные ребра. Для начала находим следующее ребро, которое у нас без желтого. Ну, тут посмотрю и сразу вижу зеленое-оранжевое. Оно без желтого. Теперь делаю дальше. Значит, цвет, который смотрит на меня, это оранжевый. Теперь мне нужно сопоставить это ребро так, чтобы вот тут был оранжевый центр и тут оранжевый, то есть чтобы эти цвета совпали. Тут сейчас зеленый, поэтому прокручиваю два нижних слоя, пока ребро не совпадет с оранжевым центром. Вот этот цвет совпал. Теперь смотрю на верхний цвет. Это у нас зеленый. Посмотрю. Справа у нас синий центр, слева зеленый центр. На ребре зеленый, значит ребро пойдет у нас влево. Теперь нам нужно понять, какие движения делать. То есть я только что показывал две ситуации, когда ребро пойдет направо и когда ребро пойдет налево. Что делать сейчас? Есть небольшая хитрость. Если ребро идет у нас налево, то первым движением я отвожу его направо. То есть наоборот. А если ребро пойдет у нас направо, то первым движением отвожу его налево. То есть всегда наоборот. В данном случае ребро пойдет налево, значит первое движение будет это ребро вправо. Дальше уже можем понимать, какие делать движения. Значит, левая сторона от себя. Вот это ребро возвращаю снова вперед. И движение левой стороны также возвращаю. У нас угол и ребро соединились. Теперь я их отвожу в сторону. Место для них поднимаю. Ставлю их сюда. И опускаю вниз. И вот ребро встало на свое место. Дальше ищем следующее ребро. Например, вот это. Сине-оранжевое. Оно без желтого. Смотрю на передний цвет. Это оранжевый. И он уже совпадает с оранжевым центром. Ничего крутить не нужно. Теперь смотрю на верхний цвет. Это синий. Синий центр у нас справа.
Если ребро мы ставим направо, то первым движением отводим его влево. Теперь правую сторону поднимаю, ребро это возвращаю снова вперед, и движение правой стороной тоже возвращаю. Угол и ребро соединились, отвожу их в сторону, место для них поднимаю, ставлю их сюда и опускаю вниз. Вот ребро встало. И последнее у нас синий-красное. Смотрю на цвет, который смотрит на меня. Это красный. Мне нужно подвернуть сюда красный центр. Вот, подворачиваю. Теперь смотрю на верхний цвет. Это у нас синий. Синий центр у нас находится слева. Значит, ребро пойдет налево. Если ребро ставим налево, то первым движением отводим вправо. Теперь левая сторона от себя. Ребро возвращаю снова вперед. И движение левой стороной возвращаю. Соединенный угол и ребро отвожу в сторону. Место для них поднимаю. Их устанавливаю. И опускаю вниз. И вот, когда ребра установлены, у нас выходит собрано уже два слоя. Иногда бывает так, что у нас в верхней части кубика ребра без желтого закончились. То есть вот все 4 с желтым. Но при этом у нас второй слой все еще не собран. Это происходит из-за того, что все ребра без желтого оказываются тут, но некоторые стоят все еще неправильной стороной и не совпадают, либо вообще не на своих местах. Что делать в таком случае? В таком случае мы на место какого-нибудь ребра, которое у нас стоит неправильно, то есть вообще не совпадает, поставим на его место какое-нибудь ребро с желтым, неважно какое. Вот, например, рядом стоит желто-зеленое, мы его поставим сюда. То есть мы его будем ставить направо, значит первым движением отводим влево. Теперь правую сторону поднимаем, желто-зеленое возвращаем вперед, правую сторону возвращаем. У нас обычно угол соединялся с ребром, но сейчас это как бы не видно, то есть не соединились, но некрасиво это выглядит. Но не важно. Делаем то же самое, что и делали раньше. Отвожу теперь это в сторону, место поднимаю, ставлю и опускаю. И вот у нас сюда стало ребро желто-зеленое, но ребро оранжево-синее, которое там стояло, у нас поднялось наверх. Сверху мы его уже можем поставить так, как мы это делаем обычно. Значит, для начала смотрю переднюю сторону. Тут у нас оранжевый. В данном случае ребро уже совпало с центром. Значит, сверху синий, а синий у нас справа. Значит, будем ставить направо. Первым движением тогда отвожу ребро влево. Дальше поднимаю правую сторону. Ребро возвращаю вперед. Правую сторону возвращаю. Угол и ребро совместились. Отвожу их в сторону. Теперь место для них поднимаю. Ставлю и опускаю. Это ребро вставили. И теперь у нас поднялось другое ребро наверх. То есть тут у нас стояло тоже неправильное ребро. Оно поднялось наверх. Это зелено-красное. Его тоже поставим, как это делаем обычно. Передняя сторона красная, но в данном случае уже совпала с центром красным. Сверху зеленый. Посмотрим, с какой стороны зеленый центр. Тут синий, тут зеленый. То есть зеленый справа. Значит, ребро будем ставить направо. Тогда первым движением отводим влево. Правую сторону поднимаем. Ребро возвращаем вперед. Правую сторону возвращаем. Угол и ребро совместились. Отвожу их в сторону. Место поднимаю. Устанавливаю. И опускаю вниз. Вот ребро поставили. Ну и осталось одно ребро. Оно стоит уже на своем месте, но просто неправильно повернуто. То есть синий-красный. Нужно просто перевернуть его. В таком случае тоже поставлю на его место любое желтое ребро. Например, желто-синее.
Значит, ставлю сюда, то есть направо, опять-таки отвожу влево первым движением. Теперь правую сторону поднимаю, ребро возвращаю вперед, правую сторону возвращаю. Отвожу в сторону, поднимаю место, ставлю и опускаю. Сюда ставлю желтое ребро, но зато красно-синее у нас поднялось наверх. Сверху ставим как обычно. Передняя сторона у ребра синяя, значит совмещаю с синим центром. Совместилось. Верхняя красная, красный центр у нас справа. Значит ставлю снова вправо. Первым движением отвожу влево. Теперь правую сторону поднимаю, ребро возвращаю вперед, правую сторону возвращаю. Отвожу совмещенный угол ребра в сторону, место поднимаю, ставлю и опускаю. Вот так вот. То есть, когда у нас ребра какие-то стоят неправильно, то есть, когда в верхней части больше ребер без желтого нету, тут еще что-то не собрано, то ставим желтые ребра на эти места, неправильные ребра поднимаются наверх, а сверху ставим как обычно. Ну вот и все. У нас выходит два слоя собрано, и больше никаких других ситуаций тут быть не может. Следующим этапом нам нужно будет собирать желтый крест на верхней стороне. Бывает так, что желтый крест уже собирается сам, но если это не так, то может быть три ситуации. Значит, первая ситуация называется палка. Выходит, что у нас такая желтая полосочка уже есть. Получается, два желтых ребра уже стоят правильно, то есть желтым вверх. И они стоят напротив и образуют полоску, соответственно. В таком случае я беру кубик так, чтобы полоска была вот так поперек. То есть вот эти два ребра у меня стоят справа и слева. Теперь я делаю следующее. Поворачиваю переднюю сторону по часовой стрелке. Делаю пиф-паф. И возвращаю в переднюю сторону. И вот у меня крест собирается. Следующая ситуация, вот такая, называется галка. Выходит, что у нас также уже есть два желтых ребра, но в отличие от предыдущей ситуации, они стоят рядом. То есть не напротив, как это было в ситуации палка, а вот именно рядом. Образуется такой уголочек желтый. В таком случае я располагаю одно ребро слева, а второе сзади. И теперь делаю следующее. Поворачиваю переднюю сторону по часовой стрелке. Делаю два пиф-пафа. Раз. Два. И возвращаю переднюю сторону. Желтый крест собран. И последняя ситуация называется точка. Когда у нас только желтый центр и больше никаких желтых ребер. В таком случае можно взять как угодно, то есть желтым центром вверх, но в этой ориентации как угодно. И делаю следующее. Также поворачиваю переднюю сторону. Делаю пиф-паф. И возвращаю переднюю сторону. Теперь у нас получилась уже знакомая ситуация. Ситуация галка. Когда у нас ситуация галка, вспоминаем, я беру одно ребро желтое слева, а второе сзади. И теперь делаю поворот передней стороной. Два пиф-пафа. Раз. Два. И переднюю сторону возвращаю. И вот у нас крест собран. Также надо сказать, что когда мы собираем желтый крест, то мы не обращаем внимания на желтые углы. Иногда бывает так, что выпадают такие странные ситуации, например, как вот это. Казалось бы, ну вот что это такое, что-то непонятное. Или вот эта ситуация, тоже непонятная, такая желтая буква N. Ну как это решать? Так вот, на углы мы просто не смотрим, как будто их нету. Смотрим только на ребра. Если мы на ребра посмотрим, то мы видим, что у нас есть два желтых ребра, которые стоят рядом. Значит, это ситуация галка.
Тогда я располагаю одну слева, вторую сзади. Поворот передней стороной. 2 пиф-пафа. Переднюю сторону возвращаю. Крест собирается. Также точно и тут. Какая-то странная ситуация, казалось бы. Но если мы на углы смотреть не будем, посмотрим только на ребра, то у нас есть два желтых ребра, которые стоят напротив, образуя такую полоску. Значит, это ситуация палка. Тогда беру желтые ребра так, чтобы они стояли справа и слева. Поворот передней стороной. Пиф-паф. Переднюю сторону возвращаю. И крест собирается. То есть на углы я просто не смотрю, смотрю только на ребра. Надо сказать, что даже сам крест, он не обязательно должен выглядеть как крест. Он может выглядеть, например, вот так. То есть тут уже два есть желтых угла. Вот, может даже вся желтая сторона собираться, бывает и так иногда. Но важно, что им есть именно желтый крест, то есть 4 желтых ребра и центр. А углы это все не важно. Поэтому, какие бы там странные на вид ситуации не выпадали, всегда смотрим только на ребра. На следующем этапе мы полностью дособерем желтую сторону. Для этого нам нужно добавить к нашему желтому кресту еще 4 желтых угла. Эти углы стоят уже тут, но смотрят желтым куда-то в стороны. То есть нужно повернуть вот эти углы все желтым на желтую сторону. Бывают ситуации, когда у нас все углы смотрят желтым в бок. Бывают ситуации, когда у нас несколько углов уже стоят правильно, то есть желтым на желтый, а несколько еще нужно повернуть. Значит, во-первых, для того, чтобы повернуть вот эти углы, нам нужно взять кубик желтым крестом вниз. Вот так вот. Получается белой стороной вверх. Теперь мы будем применять уже знакомый нам пиф-паф. Пиф-пафом мы будем разворачивать угол, который стоит вот тут. То есть спереди, справа, снизу. Вот этот угол. Значит, если угол повернут желтым вправо, то нужно сделать 2 пиф-пафа. Если угол повернут будет желтым вперед, как вот этот, например, то нужно будет сделать 4 пиф-пафа. Давайте пробовать. Вот этот угол, значит, он у нас повернут желтым вправо, значит, делаем 2 пиф-пафа. Раз, два. Вот угол повернулся желтым вниз. Но что мы видим? Сверху у нас что-то поломалось. Это нормально, то есть это так должно быть. Сейчас важно кубик не брать как-то по-другому. То есть мы его вот так держим. И как мы его держали, так и держим. Если мы его держим белым вверх и оранжевым вперед, то так дальше и держим. И теперь именно движением нижней стороны я подворачиваю следующий угол. То есть весь кубик я не беру по-другому, только при помощи движения нижней стороны я подвернул следующий угол. И дальше продолжаю разворачивать. Когда я разверну все углы, то сверху все соберется обратно. Значит, следующий угол повернут желтым вперед. Значит, нужно сделать 4 пиф-пафа. Раз, два, три, 4. И угол повернулся желтым вниз. Теперь я движением нижней стороны подворачиваю сюда следующий угол. И он у нас повернут желтым вправо. Значит, нужно сделать 2 пиф-пафа. Раз, два. Угол повернулся. Теперь я подставляю сюда следующий угол. И он смотрит желтым вперед. Значит, нужно сделать 4 пиф-пафа. Раз, два, три, 4. И угол повернулся. И вот, когда у нас все углы повернуты желтым сюда, то у нас желтая сторона собирается. И как я и говорил, то, что у нас сверху что-то поломалось, вот оно все вернулось назад.
Но, как я уже прежде сказал, бывает так, что у нас не все углы нужно разворачивать, то есть в данном случае нужно развернуть 2 угла, а 2 уже стоят правильно. Бывает, что нужно 3 развернуть, то есть может быть по-разному. Ну давайте рассмотрим еще такую ситуацию. Ну вот я беру, во-первых, желтым крестом вниз. И теперь смотрю. Ну вот справа снизу стоит уголок. Вот он смотрит желтым вперед. Если он смотрит желтым вперед, нужно сделать 4 пиф-пафа. Делаю. 1, 2, 3, 4. И вот он повернулся желтым вниз. Сверху опять-таки что-то поломалось, но не обращаем на это внимания. А теперь важный момент. В предыдущей ситуации мы каждый раз поворачивали нижнюю сторону вот так просто на одно движение и разворачивали следующий уголок. В данном случае вот я нижнюю сторону повернул, смотрю, а нижний уголок повернут уже желтым вниз. То есть, если у нас следующий уголок повернут уже правильно, то есть уже желтым вниз, то тогда я поворачиваю нижнюю сторону еще раз. То есть до тех пор, пока сюда не подойдет следующий неправильно повернутый уголок. Ну и этот у нас повернут желтым вправо, значит делаю 2 пиф-пафа. 1, 2. И вот он повернулся. И желтая сторона снова собрана. И на следующем этапе нам нужно будет поставить вот эти вот 4 ребра так, чтобы они по бокам совпали с центрами. То есть, например, тут оранжевые центры, и тут ребро должно быть оранжевое. Но оно тут сейчас красное. То есть вот эти 4 ребра нужно в правильном порядке поставить. Для этого мы будем применять одну новую формулу. Она будет уже немного посложнее, но тем не менее. Иначе тут не обойтись. Значит, давайте для начала покажу эту формулу на собранном кубике. И будем делать ее следующим образом. Значит, правая сторона от себя. Теперь 2 раза верхней стороной. Правую возвращаю. И верхнюю против часовой стрелки. Теперь снова правая от себя. Снова 2 раза верхней стороной. Теперь левая сторона от себя, верхняя по часовой стрелке, правую теперь доворачиваем, тут очевидно, теперь верхнюю против часовой стрелки, ну и с левой тоже очевидно, просто доворот. Вот такая вот формула, чуть посложнее, но опять-таки тут без нее никак. И теперь давайте разбираться, как при помощи нее ребра эти поменять. Для начала нужно повернуть верхнюю грань так, чтобы совпало минимум 2 ребра. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Вот это ребро не совпадает. Вот это тоже не совпадает. Это не совпадает. Но и это тоже не совпадает. То есть сейчас у нас ни одно ребро не совпадает. Я вращаю желтую сторону до тех пор, пока не совпадут минимум 2 ребра. Поворачиваю. Посмотрим, что у нас сейчас. Тут у нас ничего не совпадает. Совпадает только одно ребро. Зеленое. А нам нужно минимум 2. Значит, поворачиваю дальше. Посмотрим, что сейчас. Я вижу, совпало синее. Совпало красное. Вот минимум 2 ребра уже есть. Но оранжевое и зеленое стоят у нас неправильно. И выходит, что те ребра, которые стоят правильно, то есть вот красное и синее, они у нас стоят рядом. И в таком случае я беру одно ребро, которое стоит правильно слева, а второе сзади. И теперь делаем нашу формулу. Правая сторона от себя. 2 раза верхней. Правую возвращаю. Теперь верхняя против часовой стрелки. И снова правая от себя. 2 раза верхней.
поднимаю левую сторону, верхнюю поворачиваю по часовой стрелке, теперь правую доворачиваю, верхнюю против часовой стрелки и левую доворачиваю. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Мы видим, что зеленая совпала, оранжевая совпала, ну и синяя, красная тоже совпадают. И вот у нас все 4 ребра по бокам совпадают с центрами. Может быть также и другая ситуация. Давай я сейчас тоже покажу. Вот такая. И давайте смотреть сначала. То есть у нас сейчас ни одно ребро не совпадает. Для начала нам нужно сделать так, чтобы у нас совпало как минимум 2 ребра. Значит, поворачиваю и смотрю, что получается. Вот у нас совпала синяя, тут у нас совпала зеленая. 2 ребра есть, которые совпадают. Но в отличие от первой ситуации, эти совпадающие ребра стоят напротив. То есть не рядом, а вот так напротив. Такая ситуация чуть сложнее. В таком случае нам нужно будет сделать формулу эту 2 раза. Значит, первый раз я просто беру кубик желтой стороной вверх, а вот в этой ориентации не важно как. То есть главное желтым именно просто вверх. И делаем для начала формулу. Правая сторона от себя, 2 раза верхней, правую возвращаю, верхняя против часовой стрелки. Теперь снова правая от себя, 2 раза верхней. Теперь левая от себя, верхняя по часовой стрелке, правую доворачиваю, верхняя против часовой стрелки и левую доворачиваю. Вот я сделал формулу 1 раз, и теперь у нас получилось тут что-то другое. Давайте посмотрим, что. Сейчас у нас совпадает только одно ребро, только синее. А мы помним, что нам нужно сделать так, чтобы совпало как минимум 2 ребра. Для этого покручу верхнюю сторону желтую. Значит, так ничего не совпадает. Так совпадает только одно ребро. Значит, кручу дальше. И вот, наконец, совпало 2 ребра. Красная совпала и зеленая. Тут у нас что-то не совпадает, то есть синяя и оранжевая у нас не совпадают. И вот у нас первая ситуация. То есть вот эти 2 ребра, которые совпадают, они у нас стоят рядом. Ну а в таком случае мы уже знаем, что делать. Ставлю одно слева, второе сзади. Теперь делаю формулу. Правая сторона от себя, 2 раза верхней. Правую возвращаю, верхняя против часовой стрелки. Теперь снова правая от себя, 2 раза верхней. Левая от себя, верхняя по часовой стрелке. Правую доворачиваю, верхняя против часовой стрелки и левую доворачиваю. И вот у нас все ребра совпали. То есть если ситуация, когда совпадающие ребра стоят вот так напротив, то я просто делаю эту формулу, и тогда мы переходим к первой ситуации, когда 2 совпадающих ребра стоят рядом. Вот и все, только 2 ситуации, других быть не может. У нас ребра расставлены, и последнее, что нам осталось сделать, это расставить вот эти углы, ну и тогда у нас кубик уже дособерется. Для этого я беру кубик желтой стороной на себя. Ну и теперь смотрим. Вот этот вот угол у нас стоит неправильно, то есть вот эти цвета у него не совпадают. Смотрим дальше. Этот тоже стоит не на своем месте. Этот тоже. И мы видим, что один уголок у нас стоит уже правильно, он совпадает. В таком случае, если у нас такой уголок есть, я беру его вот тут слева. И теперь нам понадобится еще один алгоритм. Значит, алгоритм делаем следующим образом. Правая сторона от себя,
поворот верхней стороной, правая сторона еще раз от себя, теперь 2 раза нижней, теперь возвращаю правую, возвращаю верхнюю, правая снова от себя, 2 раза нижней, 2 раза правой. И вот кубик у нас собрался. Иногда бывает так, что вы делаете эту формулу, но кубик почему-то не собирается. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот я для начала нахожу уголок, который у нас стоит правильно, ставлю его слева, ну и делаю, собственно, формулу, ту же самую. Правая сторона от себя, поворот верхней, правая снова от себя, 2 раза нижней, возвращаю правую, возвращаю верхнюю, правую снова от себя, снова 2 раза нижней и 2 раза правой. Вот я сделал эту формулу, и что мы видим? У нас тут как ничего не было собрано, так ничего и не собралось. То есть вот такое что-то и осталось. И что же в таком случае делать? В таком случае нужно просто сделать из того же положения эту формулу еще раз. То есть это нормально, тоже нормальная ситуация, когда так получается. Просто берем и делаем эту же формулу еще раз. Правая сторона от себя, движение верхней, правая снова от себя, 2 раза нижней, возвращаем правую, возвращаем верхнюю, теперь правую от себя, 2 раза нижней, 2 раза правой. И вот теперь кубик собрался. То есть если с первого раза у нас ничего не собралось, то со второго раза в любом случае кубик должен собраться. Также может быть так, что мы вот тут смотрим, но тут нету ни одного угла, который бы совпадал. То есть все углы у нас стоят неправильно. Ну и что же делать в таком случае? В таком случае мы по-прежнему держим кубик желтым на себя и просто делаем ту же самую формулу. Правая сторона от себя, движение верхней, правая снова от себя, 2 раза нижней, правую возвращаем, верхнюю возвращаем, теперь правую от себя, 2 раза нижней, 2 раза правой. Вот я сделал эту формулу, и мы видим, что у нас что-то поменялось. Теперь у нас появился один уголок, который стоит уже правильно. То есть появился один совпадающий уголок. Ну, а с такой ситуацией мы уже разбирались. Когда у нас есть один уголок, который совпадает, я его ставлю вот тут слева и делаю опять ту же формулу. Правая сторона от себя, движение верхней, снова правая от себя, 2 раза нижней, возвращаю правую, возвращаю верхнюю, теперь правая от себя, 2 раза нижней, 2 раза правой. И вот кубик собирается. Вот и все. В этом видео я показал достаточно материалов для того, чтобы полностью собрать кубик Рубика. Также, если сборка кубика вас заинтересует, и если вы хорошо научитесь собирать кубик методом, который я показал в этом видео, то также вы сможете выучить потом более скоростные методы, например, Фридрих, при желании. Вот. Ну и если у вас остались вопросы, то пишите в комментарии. Надеюсь, теперь вы умеете собирать кубик Рубика. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.